Всем привет, с вами Руслан на связи. Сегодня у нас хорошие новости, ребята. Еврокомиссия одобрила продление защиты для украинских беженцев в Евросоюзе до 4 марта 2026 года. Ура, ура, ура! Кто-то скажет, что ты орешь? Это значит, что война не закончится еще до этого периода, да? Это понятное дело, но я рад тому, что я и моя семья находимся в безопасности, и мой сын будет и дальше продолжать обучение в ирландской школе, изучать английский язык. То есть вы понимаете, что все страны должны подчиниться этому решению. То есть автоматически Ирландия тоже продлевает защиту для украинских беженцев до 4 марта 26 годика. Мы сейчас эту всю статью, как говорится, изучим, прочитаем и поймем, да, на каких условиях всех нас могут здесь оставить. Пока не начали обсуждать эту прекрасную новость, ребята, попрошу каждого подписаться на канал, поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И тех, кто хочет получать эксклюзивный контент, либо меня поддержать и мой канал для развития, да, канала, для того, чтобы съемки, да, были еще круче. То есть я хочу снимать больше travel, хочу путешествовать, да, для этого нужна хорошая, конечно же, техника, да, хорошая аппаратура. Так что становитесь моим спонсором, нажимайте стать спонсором, выбирайте любой вид спонсорства, любой. То есть и для вас будет, я буду активно создавать эксклюзивный контент, закрытые группы, и в этом закрытом, как говорится, в этих группах, да, и в этом контенте будет эксклюзив, то есть в том, что я буду рассказывать более подробнее, да, раскрывать тему, то есть там, например, там, как податься на международную защиту, как найти жилье по программе ARP, как найти себе русскоговорящего учителя, да, по вождению. То есть, вы поняли, я буду максимально, как там оформить medical card правильно, то есть, как податься на ту программу, как, например, создать бизнес-план. То есть, я сейчас создаю бизнес-план, например. То есть, у меня есть очень большой багаж знаний, которые я еще, ну, не рассказал и не делился ними. И вот спонсором, если вы становитесь моим спонсором, я с вами буду этим делиться. То есть, я понимаю, что это будет малое количество, да, людей. Сейчас я говорю, как оно есть. У меня 10 спонсоров, 10 человек уже на меня подписалось, оформило спонсорство. Огромное вам спасибо. Будем, говорится, лететь дальше. Будем делать классный эксклюзивный контент для вас. Также спасибо каждому за комментарий, за лайк, неважно. Любое ваше действие, поверьте, продвигает мой канал вверх. Также вы можете угостить меня кофе, то есть чашечкой кофе, либо холодной пинтой разливного Гиннеса. Второе, еще больше, как говорится, мне по нраву. Пожалуйста, QR-кодик, переходим. Это сервис Buy Me a Coffee, угости меня кофем, да. Но мы можем, и я не против, чтобы меня угостили, еще раз повторяю, пинтой Гиннеса. Так что всем спасибо за любое из этих действий. Огромное, всех крепко обнимаю. А мы продолжаем. Это официальный пресс-релиз, то есть это официальный источник, ссылочка на него будет в описании, вы сможете прочитать, да, ознакомиться. Чем удивительно это все, тем, что когда принимали, да, временную защиту, нужно было голосовать всеми, да, странами единогласно, чтобы принять это. И, как вы понимаете, 4 марта 2022 года, да, это было принято, то есть это решение. И чтобы продлить обратно, я думал, что нужно обратно голосовать, да, потому что давалась временная защита на 3 года. Но как оказалось, в этой директиве, да, которую принял Евросоюз в 2001 году, там есть пунктик о том, что если ситуация в той стране не улучшилась, да, то есть и людям реально там, то есть страна небезопасная, и людям некуда возвращаться, да, то есть пока здесь ничего не понятно, то там есть пунктик о том, что продлить еще на год без голосования всеми странами. То есть вы понимаете, да, это просто решает Еврокомиссия, то есть просто орган, да, то есть просто миграционная служба и так далее. То есть это решение уже не одобряют все страны, потому что, как вы знаете, все-таки в Евросоюзе есть раскол, не все так однозначно, да, и разные страны по-разному относятся к этой войне, так что если бы сейчас было голосование о продлении, оно, конечно, бы было провалено, это, ну, процентов 90. Но как голосовать не нужно, и там есть просто пунктик, и просто они активировали эту, да, возможность. Ребята, смотрите,
Что такое же временная защита? Вы должны понимать, что временная защита это сокращенный путь, да, для, ну, для тех, кто по временной защите приезжает в Евросоюз. То есть вы моментально становитесь резидентом, у вас доступ к рынку труда, медицинская помощь, социальная вся помощь, все бенефиты, вы практически на все можете претендовать. Доступ к образованию для детей и всех остальных. То есть в прямом смысле вы приезжаете, и это максимально вас быстро интегрирует в ту или иную страну. Обратно же, каждая страна Евросоюза сама решает, на каких условиях. Понятное дело, что после 25 года до 26 года реалии и ну, все плюшки будут максимально уже урезаны, да. Но главное, что будет не урезано, это вот эти вот пункты, которые вот здесь указаны. Вы понимаете, что главное? Резидентство это то, что значит вы находитесь в этой стране до той даты, да, до которой вам можно легально. То есть вы полностью в легальном поле. Вы не международная защита. Вы там не как-то приплыли на какой-то лодке или на каком-то параплане или где-то там что-то перелезли через забор. Вы все легально. У вас есть карточка, да, резидента. Вот, например, в Ирландии это карточка IRP. То есть это очень важно. Доступ к рынку труда тоже будет открыт. Если у вас есть резидентство, то значит вы можете устроиться на любую работу, которую у вас возьмут. Медицина, большинство всем если кто-то на минималке работает, да, то это 90%, что вам дадут medical card тоже. И медицина открыта полностью, да. То есть социальная помощь. Уволили вас, либо вы ушли, пожалуйста, вы становитесь в Entreo, да, я рассказываю про Ирландию. И вам выплачивают джобсикера, там, если вы инвалид, то другие выплаты, да, disability allowance и так далее. Следующий момент, доступ к образованию. Все дети учатся, ну, вот, например, мой ребенок бесплатно учится, не знаю, как у кого. То есть в прямом смысле, даже если отменяют все полностью плюшки, остается главное, вот эти вот условия, это нормальные условия для жизни человека. Если отменят там ARP, да, и бесплатное жилье, какие-то дополнительные выплаты, там кормежку, отели и так далее. Это и не нужно, потому что уже, я считаю, много времени прошло, и человек должен сам становиться на лыжи, и временная защита дает ему полностью, она открывает ему мир Европы, Евросоюза, любой страны. Приезжай, пожалуйста, вот тебе главные критерии для того, чтобы в этой стране стать кем-то, зарабатывать себе денежку и обеспечивать себя. Вот это главный принцип временной защиты. Ну и главная приставка, да, это временная защита. После нее непонятно что и как. И сами в Европарламенте, да, сами как говорится, те, кто там заседает, то есть люди, министры и так далее, они говорят, что нет еще механизма, то есть за эти годы не выработано никакого механизма, что делать с больше 4 миллионов. Больше 4 миллионов, ну вот, украинцев, да, взяли именно защиту в Евросоюзе, то есть там больше даже. Вы понимаете, что с ними делать? Кто-то скажет, так что? Щелчок пальцев, отменяем все, отменяем временную защиту, и все уедут сразу. Ну нет, ну не уедут же. Но куда уедут? А те люди, которые с оккупированных территорий, у которых нет домов, куда они вернутся? Они уже здесь живут больше 2 лет, они же тут в прямом смысле ассимилировались, им, ну, как, кто нашел работу, кто, их дети учатся, садик, туда-сюда, друзья. То есть в прямом смысле они начали свою жизнь с нуля, с чистого листа здесь. Неважно, я нахожусь в Ирландии, кто-то в Германии, в Испании, в Италии, в Болгарии, Румынии, Польше, Чехии, неважно где. Но человек там уже живет. Он не выживает, он живет. Он ездит на холидей, он работает, он встречается с друзьями. И как ты его вот так вот просто раз и выкинуть? Ну, такого не бывает. И в Европе, в Евросоюзе очень гуманные правила и законы, и они, поверьте, это не сделают. Вот почему они еще, да, добавили этот пунктик для того, чтобы с периода 25 года по 26 уже вырабатывать и уже, возможно, в период вот этого времени говорить, что кому делать. Возможно, какая-то отдельная будет программа, да, чтобы подаваться на гражданство, либо на ВНЖ, ну, или на резидентство, то есть в прямом смысле, то есть будет уже как-то людей, да, приучать к тому, что вы должны что-то сделать, найти обязательно работу, платить за себя, за жилье и так далее. Я веду к тому, что сам Евросоюз не знает, что делать с людьми. То есть если в 25 году бы закончилось, то в прямом смысле сам Евросоюз бы стал разбитого корыта. Он не знает, что делать с таким потоком, количеством людей, которые находятся на их территории. Но она же понимает, что просто так их выгнать, это нереально. Ну вот я говорю на примере своей семьи, себя, семье сейчас сказали, там, давай, да, все, собирай сумки, я б не, ну,
как говорится, по своему желанию нет. Но только если бы меня в наручники бы, в каталажку, и потом бы на самолете тоже в наручниках, и перекинули бы, не знаю куда даже, как они это себе представляют. Просто, вот просто даже, вот кто-то может мне описать это все в комментариях, как это возможно, просто, чтобы больше 4 миллионов людей просто взяли вот так вот каждого, детей, стариков, обычных женщин, девушек, да, мужчин, всех, как получается, в наручники, в бусик и на границу, и потом всех вот так будут выкидывать или как? Этот механизм нереален, нереалистичен просто. И вот они найдут механизм для того, чтобы люди могли остаться легально здесь. Как-то нужно, может какой-то будет стимуляция какая-то для того, чтобы люди возвращались, какая-то будет финансовая помощь, там дают какие-то денежку, и люди возвращаются в Украину, понимаете? Так же самое будет для подаваться на какие-то там особые, да, там какие-то вот, например, тут в Ирландии мы сейчас на штампе 4, да, они могут какой-то, может, штамп специально разработать даже для украинцев, чтобы они здесь остались, да, чтобы они подавались, как-то продлевались и так далее. Это все возможно, но каждая страна будет сама уже решать после этого, как людей оставлять и на каких условиях. Напишите в комментариях ваше мнение. Как вы считаете, правильно, что продлили эту защиту еще до 26 года, либо нет, за, против, на каких условиях оставят, как тут, как возможно нас могут тут интегрировать, и как мы сами должны интегрироваться. Либо подаваться нужно уже лучше на международную защиту. Вот размышления и мысли людей, которые, может, более, да, в тренде, более в теме. Я знаю, что многие уже подаются на международную защиту и уже идут по этому пути. Но я пока ведь бы, конечно, не спешил, не знаю, потому что, как по мне, все-таки после даже 26 года, уже до 26 года будет выработан какой-то механизм для украинских беженцев, которые находятся в Евросоюзе, чтобы они что-то как-то смогли здесь легализоваться, да, остаться, именно тех, кто хочет. Понятное дело, что до 26 года не останется уже никаких программ вот таких вот просто супер шикарных. Ясно дело, что везде, даже уже там где в Швейцарии, либо в Швеции уже будут принимать только украинских беженцев, которые только из тех регионов, где проходят боевые действия и которые максимально повреждены. То есть в прямом смысле эту новость я уже прочитал, увидел своими глазами. То есть вот даже возможны такие ограничения, что будут принимать с тех регионов, да, где реально военные действия, где люди все потеряли, люди с оккупированных территорий, потому что в Украине уже официально есть 5-6 областей, которые безопасны, где там минимальное количество вообще прилетающих ракет. То есть в прямом смысле, это не я придумал эти, да, новости, эти статьи. Ну, по факту это так и есть. Я из Донецкой области, моя область максимально разбита, уничтожено самое большее количество потерь, уничтоженных городов. То есть, ну, те люди, которые из Донецкой области, я считаю, это не обсуждается, потому что, ну, мы максимально натерпелись, вообще начиная с 2014 года. Так что, ну, нам возвращаться некуда, вот просто некуда. Так что, ну, там уже каждый хай сам решает, говорю я правильно или нет. Я считаю это верным. Нужно принимать в первую очередь тех людей, которые реально, которые все потеряли, у которых все под ноль. Вот просто ноль. Вот был у него дом, была квартира, прилетела ракета, ничего нету, все, ноль. Возвращаться нету, никуда. Еще и территория оккупирована. Что ему делать? Куда возвращаться? Ему Украина, государство Украина ему не предоставит такую квартиру, такое жилье, которое у него было. Она не сможет ему компенсировать все это никаким образом. Вот просто никаким. Эм, Следующие шаги, эта Еврокомиссия, она должна делать что? Совет официально примет решение о продлении временной защиты после того, как будут переведены юридические очистка и перевод на все языки ЕС. Но, в принципе, это уже сделано, так что никаких претензий и проблем с этим нет. Это как у нас, когда принимается закон, он должен официально быть, да, анонсирован на сайте президента, либо раньше в газете, может и сейчас, так тоже есть, я не знаю. То есть, ну, официально должен перевести на все языки Евросоюза. Фон. Временная защита — это чрезвычайный механизм ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах, связанных с массовым притоком беженцев. Ну, как произошло с украинской, да, войной, когда на нас напала Россия. Директив ЕС о временной защите был принят в 2001 году после широкомасштабного перемещения населения из-за вооруженных конфликтов на Западных Балканах, в частности из Боснии, Герцеговины и Косово. Впервые он был спровоцирован в ответ на вторжение России в Украину. То есть активирован, использован. То есть вот такие вот дела. То есть мы по факту первые
украинские беженцы первые, да, беженцы, которые пользуются всеми этими благами. То есть мы первые беженцы, которые приехали сюда, как говорится, ну, на таком, на легком лайте, то есть реально на тех условиях, которые нам предоставила почти любая страна, это, ну, это шикарные условия, это сразу резидентство, вы понимаете, то есть ты сразу, у тебя доступ ко всем услугам, бенефитам и так далее, которые возможны, все социальная сфера для тебя сразу открыта. То есть, так что мы по факту подопытные кролики для Евросоюза, то есть им нужно выработать механизм, как же оставить или как же стимулировать, чтобы люди уехали обратно в Украину. То есть тут очень сложная задача, очень сложная задача. Так что говорю наперед, всех поздравляю с продлением защиты. И как бы это грубо не выражалось, кто-то скажет, лучше бы закончилась война. Понятное дело, все мы каждый день молимся за то, чтобы Украина победила, чтобы настал мир. Это понятное дело, чтобы деоккупировали мою прекрасную Донецкую область. Но реалии таковы, и мы живем ними, и я очень рад, что защита продлена. Я рад, еще раз повторяю, что мой ребенок будет в безопасности. Он будет в безопасности, над головой не будет ничего не улетать. Я буду знать, что он, выйдя на улицу, придет обратно домой полностью здоров, и все с ним будет в порядке. Для меня это очень важно. Так что всем спасибо за внимание. Будем следить дальше за новостями, на каких условиях каждая страна будет это все продлевать. Для нас важна в приоритете Ирландия, потому что мы тут собираемся оставаться. Это прекрасная страна, и она тоже автоматически эту защиту продлит. Будем, да, как говорится, на пульсе событий смотреть, что и как будет происходить это все в Ирландии. Выборы прошли. Сейчас, я думаю, до сентября еще будут какие-то уточнения. Будет принят новый миграционный, да, закон в Ирландии. То есть, в общем, закон будет меняться, да, для беженцев. Так что еще очень много интересных новостей. Много чего будем узнавать, познавать. Ну, всем мира, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи.